Всем привет, с вами Светлана. Сейчас мы с вами находимся на болгарском курорте Обзор. Одни говорят, что здесь неприлично дешево, другие, что здесь идеальная инфраструктура. В этом видео вы узнаете, кто же прав на самом деле. Вас ждут реальные цифры, неопровержимые факты и мой личный вердикт. Ну что, вы готовы узнать правду? Тогда давайте начнем. Обзор. Кратко о главном. Географический обзор «Золотая середина» болгарского побережья. Он уютно расположился в бухте ровно посередине между двумя главными морскими столицами – Варной и Бургасом. С севера его защищает мыс Святого Атанаса, а с юга подпирает отроги горы Эменская планина. Это панорамная дорога, одна из самых живописных в Болгарии. Но «Золотая середина» – это не только про географию. Это и про его суть. Городок с населением чуть больше 2000 человек пытается балансировать между статусом тихого семейного курорта и необходимостью как-то выживать в мире большого туризма. И история у этого места впечатляющая. Только вдумайтесь, более 3000 лет назад здесь жили фракийцы. Потом пришли греки, основали свой полис. А затем могущественные римляне, чьи руины крепости мы еще увидим. А позже здесь и вовсе была летняя резиденция византийских императоров. Чувствуете масштаб? Сегодняшние императоры здесь – это туристы. Судя по номерам машин, большинство сами болгары, что для любого курорта знак качества. Но в целом публика очень смешанная. И что самое показательное, я пообщалась с людьми, и многие приезжают сюда годами. Для них обзор – это синоним стабильности и предсказуемости. Но так ли это на самом деле? Давайте разбираться. Где-то в этом видео я спрятала 4 секретных слова. Они могут быть где угодно, на каких-то предметах или даже в инфографике. Ваша задача найти их все, собрать в правильную фразу и целиком написать комментарий под этим видео. Победитель получит от меня секретный подарок и видео-привет в одном из следующих видео. Всем удачи! Когда лучше ехать? Сезон, погода и нюансы моря. Когда ловить лучше солнце в обзоре? Пик сезона и самый теплый месяц – это, конечно, июль. Со средней температурой воздуха 22,6 градусов. Но я бы советовала приезжать в конце августа, начало сентября. В мае вода еще бодрит, всего плюс 15,6 градусов. В июне уже вполне комфортно для купания. Плюс 21,6. Но самая теплая, как парное молоко, вода именно в августе. Доходит до плюс 25,8 градусов. В это время и жара уже спадает, и море идеальное. Но доверять сухим цифрам не в моих правилах. Наша задача – измерить реальную температуру воды в море прямо здесь и сейчас. Мы с вами узнаем, какая температура воды в море в обзоре сегодня. – 25,5. А что у нас с подводным миром? Подводный мир обзора. Если жить под волнами. Во время съемок были волны. Вот что мы видим. Как добраться в обзор? Самолет, автобус, своя машина. Как я уже сказала, обзор находится между Варной и Бургасом. И в обоих городах есть международные аэропорты. Какой выбрать? До аэропорта Бургаса 60 километров, до Варны 68. Казалось бы, Бургас ближе, но есть нюанс. Дорога из Бургаса идет через живописный, но сложный горный перевал. Летом здесь часто бывают пробки, а зимой его и вовсе могут закрыть из-за снегопада. Дорога из Варны проще и надежнее. Мой выбор – Варна. Из аэропорта есть два пути – бюджетный и комфортный. Комфортный – это трансфер или такси. Готовьте около 50 евро. Быстро и без хлопот. Бюджетный – общественный транспорт. В обзоре есть полноценный автовокзал, куда приходят автобусы из Варны, Бургаса, Софии и других городов. Билет из Варны стоит всего 5 евро. Экономия в 10 раз. Если вы на своей машине, готовьтесь к еще одному квесту. Найти парковку и получить чек. Жилье в обзоре, отели против апартаментов и реальные цены. Итак, мы добрались. Где будем жить? Вот здесь нас ждет первый сюрприз. Хотя обзор – это маленький городок, цены на жилье здесь ощутимо выше, чем на солнечном берегу. И несмотря на это, спрос огромный.
Найти что-то приличное в разгар сезона – та еще задача. Давайте к цифрам. Стандартный номер на двоих в гостевом доме или небольшом отеле не на первой линии стартует от 33 евро за ночь. Хотите первую линию? Готовьте уже 54 евро. И здесь мой главный совет предостережения. Внимательно проверяйте расположение отеля на карте. Многие хитрят и пишут первая линия, но по факту перед ними стоит еще один отель, и до моря приходится идти в обход. Если вы любитель формата «все включено», то цены взлетают до небес. Номер на двоих обойдется от 227 евро за ночь. А что с апартаментами? Они дают свободу в плане питания. Цены начинаются от 36 евро за студию или небольшой апартамент. Но это будет далеко от моря. И запомните правило обзора. Каждый шаг в сторону пляжа резко увеличивает ценник. Инфраструктура и сервис. Что предлагает курорт? Оценить инфраструктуру обзора – это как путешествовать на машине времени. Буквально на одном перекрестке вы видите приметы уверенного будущего, а на следующем проваливаетесь в прошлое. Смотрите, городские власти явно стараются. Газоны подстригают, улицы убирают. Повсюду висят вот такие милые экоплакаты, призывающие к порядку. Есть мусорные баки для раздельного сбора мусора и даже зарядки для электрокаров. Для маленького городка это уровень. В городе есть банки, банкоматы. Вот актуальные курсы в обменнике. А на крышах многих домов солнечные батареи. Люди инвестируют в будущее. А теперь другая сторона медали. Вот, пожалуйста, уличные телефоны, автоматы. Настоящий привет из прошлого. Тротуарная плитка. Местами она уложена неровно, можно споткнуться. Хотя, будем объективны, на многих других курортах ее нет вообще. Или вот печальное зрелище. Пустующий отель на продажу прямо в центре. И при этом буквально в 2 шагах душа обзора. Вот такие очаровательные гостевые дома, все в цветах, с табличками «Свободнее стаи», то есть свободные комнаты. Именно в этом контрасте весь обзор. Питание в обзоре от ресторанов до маркетов. Цены. А теперь поговорим о том, что, на мой взгляд, является главным минусом и самой большой проблемой обзора. О питании. Сразу скажу, дешево поесть у вас здесь не получится, а выбор заведений по сравнению с другими курортами откровенно скромный. Давайте заглянем в меню типичного ресторанчика. Салат «Цезарь» 9 евро 56 центов. Свинина с гарниром 400 грамм 22 евро 39 центов. Это уровень хорошего ресторана в Варне, а не маленького курортного городка. Есть, конечно, и бюджетные опции, например, курица с рисом за 4 евро 55 центов, но в целом цены кусаются. Хорошо, может быть, спасет стритфуд? Проверим. Маленькое мороженое 1,5 евро, большое 2 евро, вареная кукуруза 2 евро, средний дюнер или бургер из телятины 4 евро 10 центов. Вроде бы стандартные курортные цены, но голод надолго не утолят. Так может готовить самим? Скажете вы. Отличная идея, если, конечно, вы готовы к курортной наценке на продукты. Мы отправились в главный маркет в центре города Carrefour, который раньше был Aldo, чтобы провести собственное расследование. Несмотря на то, что это сетевой магазин, цены здесь явно адаптированы под туриста. Мы сравнили их с ценами в обычном магазине в Варне. Результаты шокируют. Хлеб дороже на 15%, яйца на 10%, молоко на 40% дороже, а пепси-кола на все 50%. Покупать продукты здесь значит сознательно переплачивать. Есть еще маленький рыночек, но и он не спасает ситуацию. Вердикт по питанию. Это дорого. Либо вы смиряетесь с высокими ценами в ресторанах, либо с завышенными ценами на продукты в магазинах. Третьего не дано. И это главный фактор, который вы должны учесть при планировании бюджета. Битва пляжей. Ну давайте о хорошем, о том, ради чего сюда едут тысячи людей. Пляж. И здесь обзору есть чем гордиться. Только вдумайтесь. Почти 9 километров непрерывной песчаной полосы. Это один из самых длинных пляжей в Болгарии. Условно, местная речка Двойница делит его на 2 части. Северная, более дикая и престижная. Здесь расположены пляжи дорогих 4 и 5-звездочных отелей. И южная – это уже территория городского пляжа и отелей попроще. Что сразу бросается в глаза? Вдоль всей пляжной полосы в черте города идет улица Променад. Это удобно. Сам песок приятный, золотистый. Вход в море пологий, что идеально для детей. Правда, есть забавная особенность. Иногда у берега глубина по пояс, а потом через пару метров снова становится мельче. Доступ на пляж, как и везде в Болгарии, абсолютно бесплатный. Но, конечно, он поделен на зоны. Хотите комфорт – платите. Зонтик 4 евро, шезлонг еще 4 евро. Итого 8 евро за стандартный комплект. Не хотите платить – располагайтесь в свободной зоне со своим зонтом и полотенцем. Правда, смотрите, чтобы случайно не залезть на платную территорию. Вот такие грозные объявления тут висят. За чистотой и безопасностью здесь следят. На пляжах работают спасатели. И самое главное, пляж обзора ежегодно получает престижную награду «Голубой флаг». Это международный сертификат качества, который просто так не дают. А как с удобствами? Есть бесплатные туалеты вблизи пляжа, а вот душ и он работает. Проверено лично. Так, сейчас мы с вами узнаем, работает ли душ на этом пляже. Работает.
Для любителей активного отдыха полный набор. Цены, правда, тоже столичные. Парасейлинг 61 евро 50 центов. Водный мотоцикл 46 евро. А банан и прочие таблетки 15 евро 40 центов. Есть даже банджи для детей 4 евро за 4 минуты. А если захочется полноценных горок, то рядом с отелем Luna Bay Resort есть небольшой аквапарк. До него ходит специальный автобус всего за 1 евро. Вердикт по пляжу. Однозначно, это главный козырь обзора. Он огромный, чистый, с наградой голубой флаг и подходит для всех категорий отдыхающих. Да, цены на услуги кусаются, но сама природа здесь постаралась на славу. Развлечения и досуг. Что делать в обзоре, когда вы устали от пляжа? Сразу скажу, это не центр ночной жизни. За клубами и дискотеками вам на Солнечный берег. Обзор про другое. Про спокойный, размеренный досуг. Здесь вы можете сделать фото на память. Для детей здесь есть небольшой лунопарк и несколько аттракционов в Центральном парке. Там же площадка с уличными тренажерами. Для любителей экзотики можно прокатиться по городу вот в такой карете, запряженной лошадьми. Для тех, кто любит спорт, есть футбольное поле и теннисные корты. А если вы предпочитаете единение с природой, то прямо к городу примыкает лес, где проходит пеший эко-маршрут Колито. Отличная возможность подышать целебным хвойным воздухом. Из более мелких развлечений стандартный набор. Фирмы по прокату авто для поездок по побережью. Аквакемпинг «Зара». Для любителей дикого отдыха и, конечно, знаменитый пилинг рыбками Гара Руфа. Как видите, выбор есть, но он без изысков. Досуг в обзоре – это скорее дополнение к пляжному отдыху, а не главная его цель. Безопасность в обзоре. Безопасно ли в обзоре? В целом, да. Это тихий семейный курорт, где все друг друга знают. Уровень преступности низкий. На пляже, как вы видели, работают спасатели. Это огромный плюс. Но ваша главная безопасность – это ваша бдительность. Не оставляйте ценные вещи без присмотра, особенно в свободных зонах на пляже. Что касается курортных опасностей, то здесь стоит опасаться не грабителей, а мелких финансовых ловушек. И главное правило, которое, к сожалению, все еще актуально в Болгарии: никогда, ни при каких обстоятельствах не меняйте деньги с рук. Вам могут подсунуть левы старого образца из 90-х. Который уже давно не действительно и ничего не стоит. Пользуйтесь только официальными банками и обменниками, где вы видели курс. Цена на отдых. Считаем бюджет. А теперь самое интересное. Давайте посчитаем, во сколько обойдется неделя отдыха в обзоре на двоих. Мы подготовили 3 варианта бюджета. Бюджет эконом. Живем в апартаментах далеко от моря. Около 252 евро за неделю. Питаемся исключительно сами, закупаясь в дорогом Carrefour. Это еще минимум 200 евро. Развлечения, только бесплатный пляж и прогулки. Итого примерно 450-500 евро на двоих без учета дороги. Бюджет комфорт. Берем отель или апартаменты ближе к морю. Около 380 евро. Раз в день ужинаем в ресторане. Остальное время готовим сами или перекусываем стритфудом. На еду уйдет около 350 евро. Пару раз катаемся на банане и берем шезлонги. Итого примерно 800-900 евро. Бюджет люкс. Живем в отеле, все включено на первой линии. От 1589 евро за неделю. Ни в чем себе не отказываем. Рестораны, все водные аттракционы, экскурсии. Итого. Бюджет легко переваливает за 2000-2500 евро. Как видите, даже в эконом-варианте обзор не самый дешевый курорт, в основном из-за цен на питание. Главные плюсы обзора. Давайте подведем итоги и разложим все по полочкам. Первое и основное. Шикарный пляж. Длинный, песчаный, с голубым флагом. Второе – экология. Чистое море и лесной воздух из-за отсутствия промышленности. Третье – спокойствие. Это идеальное место для тех, кто устал от шума и суеты. Четвертое – хорошая транспортная доступность и ухоженность самого города. Главные минусы обзора, к чему быть готовым. Главный и жирный минус – дорогое питание, как в ресторанах, так и в магазинах. Второе – жилье дороже, чем у конкурентов вроде Солнечного берега. Третье – рельеф. Если ваше жилье дальше 300 метров от моря, готовьтесь к ежедневным, хоть и плавным подъемам в горку. И четвертое – ограниченный выбор развлечений для молодежи и любителей активной ночной жизни. Обзор против других курортов. А как обзор смотрится на фоне других курортов? Обзор против Солнечного берега. Обзор – это тихий семейный антипод шумного и тусовочного Солнечного берега. Здесь чище, спокойнее, но и скучнее. И, как ни странно, жилье здесь дороже. Обзор против Созополя. В Созополе невероятная атмосфера старого города, романтика и история. Но пляжи там меньше и всегда переполнены. Обзор выигрывает по масштабу пляжного отдыха, но проигрывает в атмосферности. Для кого этот курорт? Так кому же я могу порекомендовать обзор? Однозначно да, если вы. Семья с маленькими детьми, для которой важен песчаный пляж и пологий вход в море. Пара, ищущая уединения и спокойного отдыха. Человек, для которого чистый воздух и экология важнее шумных развлечений.
Скорее всего, нет, если вы молодежная компания, жаждущая клубов и вечеринок, турист с очень ограниченным бюджетом, любитель гастрономических изысков и разнообразия ресторанов, недвижимость. И коротко о недвижимости. Предложений на рынке не так много, что говорит о стабильном спросе. Цены на однокомнатные квартиры начинаются от 60 тысяч евро, на двухкомнатные от 70 тысяч евро. Это не самые низкие цены в Болгарии, но они отражают популярность этого места как курорта для жизни и отдыха. Итоги. Так стоит ли ехать? Так какой же он? Обзор сегодня. Это город контрастов. Здесь современные зарядки для электрокаров соседствуют с таксофонами из прошлого века. Идеально подстриженные газоны с кривой тротуарной плиткой, а очаровательные гостевые домики в цветах с заброшенными отелями-призраками. Обзор одновременно пытается быть современным и не может опустить свое прошлое. И в этом его уникальность и, возможно, его проблема. А были ли вы в обзоре? Что вам понравилось или не понравилось? Напишите об этом в комментариях. Я надеюсь, что эта информация была полезна и поможет вам принять правильное решение. Я ожидаю, что вы оцените мое видео. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить мои новые интересные видео. Всем пока, до новых встреч!